Итак, друзья мои, всем доброго утра. Сейчас уже 6:30, и я дарю своим зрителям, наверное, больше зрительницам, такой ритуал, который не просто поможет им устроить свою жизнь, а даст им возможность выбрать среди мужчин того самого, кто будет достоин их сердца, любви, верности. Одним словом, пробудет страсть вокруг вас, и эта страсть даст вам возможность выбрать среди мужчин того, кто вам по душе. Это ритуал вуду. Он создан мной, и в нем есть определенные слова из языка суахили. Обстановка африканская, и как можно больше африканских предметов здесь задействовано. Вам, естественно, статуи богов не нужны. Кстати, эти статуи очень старые, старинные, им по несколько сотен лет. И это из племени Масая. Это, по-моему, бушмены. Вот царица-матерь. Эта статуя двуликая. Видите, дух-хранитель рода. Вот он. Здесь шаманский бубен, как напоминание об Африке. Но вам, дорогие друзья, нужно будет создать подобный алтарь. Если вы хотите, чтобы духи Вуду пришли и помогли вам в этом деле, а это, наверное, первый раз, когда я дарю вам именно любовный ритуал Вуду, который для вас безопасен и будет работать очень быстро и эффективно. Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришли мужчины, из которых вы выберете того самого, то вам придется постараться. Потому что духи Вуду очень любят разнообразие, разноцветные алтари. Они любят, когда для них стараются. Им недостаточно всего лишь водку, монеты, и они этим не довольствуются. Поэтому даже не в богатой Африке люди стараются задобрить духов, потому что знают, что от них очень многое зависит. Итак, для этого ритуала вам нужна будет красная ткань, материя красная. Любая, можно бархат, можно шелк, это не имеет значения, но она должна быть красной. Лепестки красной розы, камни разные, кофе, который нужно заварить, красная свеча, благовоние, желательно такой нежный аромат, можно розу, можно сандал, можно жасмин, можно опиат, есть черный опиат или опиум, значит, ваниль и так далее. Как можно более такие сладковатые, восточные, нежные запахи. Вам нужна будет красная лента. Это я поставила как символы Африки. Вы можете не ставить, это не обязательно. Далее вам нужен кондитерский серый мак. Вам нужна вода кипяченая, которую вы ставите, чтобы она остудилась, да? Перемешивайте туда мед. Это мед с водой. Кажется, все перечислила. Вы создаете такой алтарь и проводите ритуал. Когда вы заканчиваете, то есть проводите ритуал, я вам буду показывать, естественно, как всегда, и объяснять, как, что нужно делать. В конце нужно после определенных слов половину выпить, половину вылить за порог. Вот где вы живете, дверь открывайте, вот так аккуратно выливайте одной линией. Ну, чтобы для вас было удобно, можно под коврик. Точно так же мак кондитерский, на этот мак заговариваете и высыпаете возле коврика, то есть опять за порог. В тот же день, когда вы провели ритуал, или ночью провели, или утром провели, неважно, но в этот же день
Значит, сделайте таким образом, чтобы ночью провести, а утром отнести эту ленту. Относите эту ленту, привязывайте к дереву, которое находится рядом с вашим домом, или к кустику, и говорите: да будет услышана духами моя просьба, совершился мой ритуал и так далее. Ну, я в конце скажу. И после этого в вашу жизнь будут приходить мужчины. Они будут с вами знакомиться, они будут на улице клеиться просто. И мужчины состоятельные, мужчины вполне, скажем, пусть не олигархи, но для своего возраста вполне состоятельные такие. Знаете, духи вам не приведут бомжей и алкашей, это однозначно. Но вы не спешите с выбором, вы не спешите сразу, сломя голову, тут же выходить замуж за первого встречного. Подождите, потому что если вы открыли дорогу, вы призвали африканскую страсть в вашу жизнь, а значит, это страсть, которая будет вас преследовать, которая будет идти за вами. Вы можете выбрать, то есть для вас создается круг мужчин, из которых вы можете выбрать себе мужа или любовника, смотря как вы хотите. Естественно, я эту воду пить не буду и маг туда не посыплю, потому что мне нет нужды в женихах. Тем более, что мой ревнивый муж меня может застрелить, поэтому я этого делать не буду. Но вам покажу, что нужно делать. Итак, начнем. Так, сейчас поправим, чтобы было более так симпатично. Еще раз говорю, текст будет набран, как только Яна освободится, у нее сейчас дела, она наберет и все там объяснит. Вы пока понаблюдайте, смотрите, как это все будет происходить. Собирайте этот материал весь, а потом уже дальше пойдете. Начнем. Солнце Африки согревает землю, и раскаленная саванна передает мне свою жару и страсть. О духе жаркой матери Африки, придите ко мне и в мою жизнь, и в мою судьбу. О жар Африки, поселись в мою кровь. Согрей мою плоть, окутай страстью. Лев охотится на антилопу, прижимает к себе со всей страстью. Как лев охотится на антилопу, так мужчина охотится за моей любовью. Миунджу, кулеэта, квандо, менгия, упенджо, таджири, ваула. Тает воск, и мои слова улетают до древних духов и пробуждают силу любовную, страсть жгучую африканскую. Миунджу, кулета, кванду, менгия, упенджо, таджири, ванауме. Рыбы в морях в косяки собираются, так и мужчины, богатые, щедрые, за мною косяками мчатся. Львы за дичью своей прайдом гонятся, так и мужчины, богатые и щедрые, гонятся за любовью моей. Миунджу, кулета, кванду, менгия, упенджо, таджири, ванауме. Солнце встает каждое утро, я как ярое солнце для рода мужского. Призываю я в жизнь свою мужчин, щедрых, богатых, любящих и разумных. Пусть дарят мне дары, ходят вслед за мною, любуются мною. Берите, духи, меня за руку и ведите к счастливому алтарю. Миунджу, кулета, кванджо, менгия, упенджо, таджири, ванауме. Далее. Берете чашу. Нет, лучше этой рукой, мне удобнее. Берете чашу,
на чаше говорите: как пчелы летят на мед, так женихи летят яростно за мною. Вам нужно выпить половину и поставить. Я пить не буду. Опа. Красота. Видали, какая страсть африканская задела? Или не задела? Не знаю. Извиняюсь. Дальше. Берете мак, посыпаете в левую руку и говорите: как маг не сосчитать, так женихов моих не сосчитать. Страсть африканскую призываю в мою жизнь. Как солнце Африки жарко светит, так страстью пылает ко мне весь род мужской. О сила магии, услышь меня! О боги древние, духи созидательные, вездесущие, дайте силу моему заклинанию. Аше, 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 истинно. Дальше. После того, как вы все это прочитали, берете бокал с водой, которая осталась там, подходите к порогу, открываете дверь и говорите: как пчелы летят на мед, так за мною яростно женихи летят. И вот так льете, можно одной линией, чтобы было аккуратно, можно под коврик, можно на коврик, как вам удобно. Потом берете мак. Точно так же говорите: как маг не сосчитать, так женихов моих не сосчитать. Да будет так. После, когда вы это сделали, некоторое время оставьте, потом можете собрать. Кофе можете вылить, эту свечу можете потушить, использовать в других ритуалах. Уже не столь важно. Берете, значит, красную ленту. Выходите на улицу, ближайший куст, дерево, где вам удобно, где никто вас не увидит, привязываете, значит, 3 раза на 3 узла к дереву или к ветке и говорите: да потянутся ко мне женихи, богатые, знатные. Перечисляйте все, что вы хотите. Поворачиваетесь и уходите. Или духи, тяните ко мне там мужчин, богатых, знатных, щедрых, любящих и так далее. Это можно своими словами, это не обязательно запоминать. В вуду есть такая импровизация, в конце говорится своими словами. Считается, что слова, идущие от сердца, они более сильны, чем заговор. Отворачивайтесь и уходите. Когда у вас начнут приходить женихи, оставляйте духом вуду сладости, например, шоколад или что-нибудь еще. Под дерево ставите вместе с сладкими там соками. Вот чуть-чуть налили под дерево, да, на землю, поставили рядом, поставили там кусочки пряников, там отломили, положили. И говорите: благодарность духам Африки. Вот пришел один человек, понравился, но вам нужно еще, вы хотите, откупаете, ждете еще и так далее. До того момента, пока не придет тот самый человек, который вам нужен. Когда приходит тот самый человек, берите мед в маленькой чашке или в чем вам удобно. Значит, мед и красное вино. Опять идете к какому-нибудь дереву, потому что деревья – это проводники. В деревьях живут или на деревьях, на ветках живут духи. Почему я говорю вам к деревьям идти? Там живут духи, там живут сущности. Вы передаете тонкому миру. Через эти деревья вы как бы отправляете это, да, как откуп, благодарность тонкому миру. Оставляйте, благодарите своими словами силы Африки, и все. Этого достаточно. Они вам дадут выбор. Но еще раз говорю, сломя голову, не летите сразу, как мотыльки, на свет. Ищите среди них лучшего. Выбирайте среди этих мужчин, чтобы уж наверняка построить свою семью. Всем удачи, всех благ, дерзайте, и это получится. Это очень сильная вещь. В моей памяти, кому я этот ритуал давала сделать, да, они в течение там полугода, 1,5 года выходили замуж. Если все сделаете как надо, если не пожалеете для сил,
они не пожалеют для вас, потому что силы, особенно такие древние силы, как силы Африки, ну, любят, когда их почитают, когда им дарят, раздаривают, иначе никак. Не отдавая ничего, ничего получить невозможно. Нет магии без алтаря, без заговора, без свечей, без атрибутов, без жертвенных продуктов, которые собираются. Ну, нету, не существует. Ничего не отдавая духам, не призывая их красиво, ничего получить невозможно. Всем удачи!